Замуж я вышла рано, в 21 год. Муж старше меня на 13 лет. Влюбился как мальчишка, через 6 месяцев сделал мне предложение, и меньше чем через год после знакомства мы были счастливыми молодоженами. Дети у нас долго не получались, и только накануне 6-й годовщины свадьбы родился наш долгожданный сынок. Но отношения с мужем стали ухудшаться еще с самого начала моей беременности. Он жаловался, что я не уделяю ему внимания и думаю только о будущем ребенке. Я просто очень боялась и переживала за маленькую жизнь внутри себя, так как беременность была, что называется, вымыленная. И вот когда нашему малышу было всего 2 месяца, я узнаю, что он во время моей беременности встречался с другой женщиной. Для меня это был гром среди ясного неба. Я не устраивала сцен и истерик, просто спокойно сообщила, что все знаю и не хочу больше с ним жить, и прошу помочь мне перевести вещи в другой город к моим родителям. Муж плакал, умолял не делать этого, не лишать его семьи, о которой он так долго мечтал, каялся, говорил, что совершил страшную ошибку и очень любит меня и нашего сына. Демонстративно грубо порвал с той женщиной, и я простила, ведь я любила и хотела сохранить семью. Но с того дня я больше не могла доверять мужу, как раньше. Червячок сомнений и разочарования поселился в моей душе и точил ее с каждым днем все сильнее. Спустя 4 месяца я снова натыкаюсь на его любовную переписку с новой дамой. Он клянется всеми святыми, что это лишь виртуальный флирт, и эту девушку он вообще никогда не видел. Просто ему так важно чувствовать себя мужчиной и охотником. Ссоры становятся в нашей некогда мирной и счастливой семье обычным делом. Я чувствую, как моя любовь к мужу тает на глазах, но все еще стараюсь держаться за семью. Стараюсь разговаривать с ним, уделять больше внимания, но все становилось только хуже. Он начал придираться по мелочам, откровенно срываться на мне, а переписки в его телефоне появлялись все чаще. Надо сказать, что девушкой я всегда была очень эффектной. Друзья мужа всегда восхищались и открыто говорили ему, что жена у него красавица и умница. Беременность и роды ничего не изменили. Я начала только больше за собой ухаживать, но такое отношение мужа начало порождать во мне неуверенность в себе, я стала замкнутой. А когда сыну исполнился год, и вовсе обнаружила себя в страшной депрессии. Мужа бросала из стороны в сторону, то он обожает меня до беспамятства, то он холоден, нарочито груб и отстранен. Из сильной и уверенной в себе девушки я превращаюсь в серую мышку, которая по ночам тихо плачет в ванной. Тут сказалась и усталость от того, что с ребенком я была одна все это время, мне никто не помогал, и напряженные отношения в семье. В этот момент в моей жизни и появился он. Сначала это был просто друг по переписке, мы познакомились на каком-то форуме еще до моей беременности и общались на совершенно отвлеченные темы, просто как хорошие друзья. Переписку я совершенно не скрывала, муж ее даже несколько раз видел, но ничего не привлекло его внимания, настолько все было безобидно. Но вот однажды, после особенно тяжелой ссоры, я вдруг решилась написать обо всем, что у меня на душе, своему виртуальному другу, и он поддержал, выслушал и сумел найти нужные слова. Мы стали общаться на более личные темы. Со временем то, что 2 года назад началось, как обычное общение, превратилось в обоюдную симпатию. Стали созваниваться, делиться фото, разговаривать по скайпу, и пришла такая окрыляющая и неожиданная влюбленность. Он неоднократно предпринимал попытки приехать в мой город и встретиться, несколько раз даже приезжал специально, но я отказывалась от встречи, так как для меня это было бы неправильно по отношению к мужу. Однажды муж выпил и забыл свой телефон на столе с открытой в нем перепиской. Девушка писала, что любит его, хочет от него детей и просто мечтает о страстной ночи любви. Что хуже, он отвечал ей тем же. Злость и обида застилали мне глаза, и я впервые за все время устроила ему самый настоящий скандал. Я кричала и плакала, разбила вдребезги его телефон. Сказала, что больше так жить не могу и хочу развода. В этот раз он не стал меня останавливать, предпочел напиться и отсидеться на 2-м этаже дома, пока я собирала вещи свои и ребенка. Я приехала в город к своим родителям с маленьким ребенком и без копейки в кармане. Муж, будучи человеком далеко не бедным, денег мне не дал, видимо, для того, чтобы быстрее все осознала и вернулась домой. Только спустя несколько недель я решилась рассказать своему виртуальному другу, что ушла от мужа и сейчас нахожусь у родителей. В этот раз он не стал слушать отговорки, и через 2 дня уже был в моем городе.
Спустя 2,5 года общения мы наконец встретились. Он не показался мне незнакомцем, было ощущение, что мы давно близкие и родные люди. Ко всему прочему, он оказался очень интересным внешним мужчиной. По его поведению я поняла, он по-настоящему влюблен, о чем он и сообщил мне перед отлетом через 3 дня, что я именно такая, какой он меня и представлял все эти 2 с лишним года, и такой он хотел бы видеть свою будущую жену. Он стал приезжать ко мне, помогать с сыном, помогал и морально, и материально, и вообще всячески демонстрировал самые серьезные намерения. Сына моего очень полюбил, с удовольствием занимался и играл с ним. Сделал мне предложение и предложил переехать к нему. Муж за 5 месяцев, что я жила в другом городе, позвонил пару раз и перевел более чем скромную сумму на ребенка. И вот когда я начала чувствовать, что наконец выползаю из того болота, в которое провалилась, будучи замужем, объявляется мой супруг. Он падает мне в ноги и кричит, что очень хочет вернуть семью, молит о прощении, говорит, что все осознал, что очень скучает по сыну, что мальчику нужен родной отец, а наш брак, нашу любовь все еще можно вернуть, и он очень для этого постарается. Я нахожусь в смятении. На одной чаше весов новая любовь, новые отношения с прекрасным человеком, который заботится обо мне и моем ребенке, хочет совместную семью, и всю свою жизнь готов поменять только чтобы мы были вместе. А на другой мой муж, с которым прожито много лет, который является отцом моего ребенка, но который меня предал и растоптал мое доверие, и все же у нас было много и хорошего. Шагнуть в будущее и начать строить новую семью, или ради сына дать шанс нашему браку, рискуя снова остаться с ножом в сердце. Не думала, что после того, как муж поступил со мной, у меня останутся какие-то сомнения, однако чувствую себя виноватой, что начала новые отношения, не получив окончательного развода. Сказала мужу, что влюблена в другого и хочу быть с ним. Вопреки всем ожиданиям он не стал кричать на меня, а сказал, что понимает и сам в этом виноват, но он постарается сделать все, чтобы меня вернуть. От этих его слов стало только хуже. Запуталась. Я всегда была за семью, но боюсь, что, вернувшись, буду думать о другом мужчине, который стал мне так дорог.